Выходите. Ну-ка, ну-ка, все гулять. Точнее, в электропосту. Давай, в электропосту, быстренько. О, Зинка, ты уже гуляешь по сараю? Давай тебе покушать, да. Давай, вот тебе принес покушать, давай. Дай, подожди, сейчас тебе выйдет. На, Зинка. А бочка спит, да? Как вот молока идет, попьет. И твоих детей накормит. Бочка, вставай. Обиделась. А я уже сама себя пускай обижается. Зинка, где ты клеща подцепила? Даже твое сало клещи едят. Ого. О, напился у тебя кровушки. Что вы тут бегаете? Давайте на кастрацию становись, на первый, второй рассчитайте. Погода у нас такая стоит. Днем солнце светит яркое, тепло, а ночами морозики стали. И вот сколько, интересно, сейчас градусов в теплице и что там вырастет. Пошли посмотрим. «30 градусов тепла». Взошло абсолютно все. Тут такой парниковый эффект. Думаю, редиска балдеет. Что ночью, что днем. Ты, Ваня, на эти выходные с нами не будешь. Сейчас дед с тобой приедет, уезжаешь. Давай кое-что на карте покажи. Давай. Ты мне скажи, куда вы с мамой в этом году ездили? Вы ездили и на Мальдивы. Здесь Мальдивы. Куда еще ездили? На Малайзию. А помнишь, мы в Малайзии, я вот здесь вот говорю, друзья, мы на самой крайней точке Азии, помнишь, вот здесь вот мы. Слышишь, а мы на рыбалку куда без тебя ездили? В Астрахань мы сюда ездили. Ты хочешь сюда? Очень хочу. Слушай, тут такое дело, сына. Ты ж в апреле учишься? Ну да. Мы с мамой опять съездим без тебя, наверное. Ну, я очень хочу маму порашиваю еще. Можно один раз? На Со мной воблу. только. На воблу. Короче, смотри. Ну, ты бы хотел бы сюда? Хотел. Смотри, сына. А хотел бы вот сюда? Туда. Что это? Камчатка. Хочешь на Камчатку? Хочу. Знаешь, сколько там медведей живет? 20 тысяч штук. Это, короче, как, я не знаю, как вот здесь, вот здесь, вот на этом. Там, и знаешь, почему там живут? Они там едят красную рыбу, которая идет на нерест, на нее так хоп и едят. Классно. Хотел бы ее половить, эту красную рыбу. Только руками. Короче, смотри, мы с мамой летим сюда, сейчас ездим в Астрахань, потом с тобой в Астрахань, а потом с тобой возьмем вот так вот и на самолете так. Хочешь? Хочу. Давай, сейчас 3 паспорта давайте сюда. Сейчас я авиакассу открою. Сейчас берем авиаселс. Мы, кстати, позвонили уже твоей ученице.
И мы спросили, в июле и в августе, скажите, он будет учиться? Она говорит, нет. Поэтому сейчас выберем в июле и августе самый выгодный сюда билет и прям. И там организуем тебе морскую рыбалку, рыбалку в речках, гейзеры, там вот эти горячие источники, подъем на вулкан, куда там еще хочешь? Вот наши паспорта. Смотри. Насколько полетим? Надолго? Ну, долго давай. Давай надолго. Насколько? На неделю или на 2 недели? На 2. Хорошо. Выбрать даты. Давай на какое время будет самое выгодное, тогда и полетим. Хотя, в принципе, там в августе идет форельный нерест. Просто идет, там просто можно лодку за день наловить. Просто лодку вот таких вот. Просто можно Классно будет. доставать красную икру, так вот ложка есть. Это классно. Так. Ну вот, 10-го, 23-го. Вот, самый дешевый. О, вот, полетим. Смотри. Ну все, друзья. С помощью Aviasales быстро, выгодно, дешево, прямо из дома купили 3 билета. 10 августа мы вылетаем, 23 августа мы возвращаемся. Нас не будет, получается, 13 дней. Всю нашу поездку мы будем снимать на видео. А от вас прямо сейчас комментарий. За это время снять одно видео или 3. Потому что можно снять видео о рыбалке на реке, снять видео о рыбалке на море, снять видео о гейзерах и горячих источниках. Вулкан. Вулкан, да? С вас комментарий. Из 4 индюшек мы знаем, где несутся 2. Пошли попробуем яйца собрать. Мне кажется, они ночью подмерзли, уже, наверное, с них ничего не вылупится. Так, оставим для массовки по 3 яичка. О, белая индюшка ходит, значит, на месте не сидит. Хотя белая индюшка ж не ночевала сегодня в сарае. Она, походу, на яйцах ночевала. Грела их, чтобы они не замерзли. Ну ладно, пошли посмотрим. Вот это она набомбила. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Уже 15 яиц. 4, 8. Или пускай может сидит уже. Пускай она может сидит, мы потом их посветим. Мы посветим, и если будут плохие, мы возьмем у тещи или где-то у друзей, каких-нибудь других положим, да и все, да? Да. Пускай рассиживается, точно. Пошли черный посмотрим. Может, она уже себе поменяла гнездо? А где черная индюшка? Вот у нее здесь. Кстати, они такие горячие на солнце. Или она только что ушла? Кипяток вообще. Она, наверное, только что встала. 8 штук. 8. Ай, наверное, тоже пускай лежат, да и все. Может, листиками заложить? Чтобы никто не видел, да? Ну. Ну, пока что ни найда, никто не ворует их. Это хорошо, да? Ладно, пускай лежат тогда. Еще 2 нужно искать. Вот, она, походу, только встала. И убежала. Ну, не знаю, что с этими яйцами делать пока что. Был бы хороший, огромный сарай с сеновалом. Они никуда не ходили, наверное, по лесу. А так... У мамы моей тоже ходят. Тоже везде? Да. Это они всегда ходят. Эти индюшки, они несутся везде. Как и... Ну, да. Мама тоже постоянно ходит, ищет гнезда. Дальше мы не можем разбирать домик,
по нескольким причинам. Основной домик, потому что на чердак еще нашими вещами полон. Надо их перевозить на другой чердак. В этой пристройке у нас морозильная камера. Да и вообще дрова пока некуда девать. Печку топим по мере необходимости. Или надо все пилить и складывать в дровник. Но давайте попробуем сегодня перенести морозилку с этой пристройки. И хотя бы эту пристройку рядышком разрушить. Кто за? Сейчас все мясо сюда. И все. Выключаю ее с розетки. Ух ты, сколько тут мяса у нас, еще косточек. Это в основном мы для собак здесь храним. А на солнце достать, заодно разморозить ее. Варь, кстати, смотри, что нашел. Копытца. Давай крутое блюдо замутим. Вот какие красивые копытца. Ты в духовке с майонезиком все время их делала. Запечь копытца тебе? Это же деликатес. Снимай шапку уже. Помоги достать морозилку, потому что я слабенький и маленький. А мы с тобой унесем ее. Конечно. А ты что, уже бульку выселил? Я так подумал, я не знаю, надо по-любому какую-то комнату делать все-таки теплую там, где будет вода и морозилка стоять. Потому что в этот гараж, ну, конечно, влезет, но мне мало А для места. собак? И для собак тоже там. Для собак вообще-то будки, кстати, тоже ее надо куда-то перенести, эту будку. Куда ее поставить? Они ее больше любят, если ставишь ее далеко от дома, они то не хотят ночевать. Они хотят возле дома тусоваться. Вот где им жить? А если туда клиску поставить? Будут жить-то? Рыси будут там жить. Кстати, если под этим видео будет 100 тысяч лайков, себе над кроватью повешу. Ну, может быть. В камень? Валентина, Что? так что копытка будут? Будут. Да, у меня есть силы разобрать эту пристройку сегодня. Пусть на солнце пару часов разморозится. Можно его заодно вот разморозить, помыть снаружи, внутри. Видишь, на него вода текла, здесь еще протекал немножко домик. Если помыть его, можно и здесь даже коричневой красочкой с пола. Здесь белый. Еще бы послужил бы. Для собак само то. Да, для собак само то. Вот эта курица, она постоянно слазит с чердака. О, видишь, куда она лезет? У нее где-то там гнездо. Смотри, смотри, смотри. Она, короче, вот я видел, как она туда вылазит, как... Ну вот как она туда залазит, это было интересно. Походу, у нас скоро будут цыплята. Ну вот как она туда залазит? Там такая узенькая щелка. Уже много раз видел. Ты, Валентина, помнишь, как мы это с тобой обклеивали? Да. Это здесь еще ДСП я набивал, а потом только приклеивали. Ох, как я люблю вандалить. Смотри, какая-то копейка лежит, это наша или? Ну-ка. СССР. О. СССР 1949 года. Эту копейку выпустили
4 года после Великой Отечественной войны. Хорошая. Местная. Так, ну что? Ну что? Так. Кстати, вот эти окна тоже пригодятся. Для цыплят, да? Слушай, сколько у нас тут тюлек. Все тюлек. Слышишь, а если эти тюли пустить на обивку для цыплят? Точно. Ты такая умница. Точно. Да, днем, ночью на ночь ложить шифер, а так днем их посадил туда, а днем тюльку натянул, и курица не выскочит. Да, И к ним никто не зайдет. да. Короче, весь домик пойдет тогда, значит. Смотри, тут сколько. Тут 5 тюль как раз на 5 домиков. Молодец. Все пригодится. Не надо никакая решетка, да? Да. Потому что курица бывает выскочит, а потом не знает, как к ним назад к цыплятам залезть. Орет типа замуровали. Видишь? Кто-то забил мне двери. Гнилое. Вот тут на морозилку и текло. Капало. Что, еще не залезла? М-м. О, для цыплят идеально будет. Сверху накрывать. Да. Когда-нибудь мода вернется. Но это самые ностальгические окна, которые могут быть, да? Да. У всех у бабушек такое было, у всех. Газ стоял, газовая плита. Не знаю, это модно, наверное, было, да? Почему не с маленьких окошечек делали? Это что я прибивал. Кусок ДСП.
Даже туда не залажу, бо провалюсь сразу. Тут гнилые доски. О, вот тут такой шипер хорошо накрывать. Курицу будет с цыплятами. Целый. Он такой поновее, да? Уже размер 80-х, 90-х. Когда шифер маленький, то там 70-е года. Они по размеру даже отличаются. Так. Кто-то затихарил мне пачку Феста. Сигарки. Ваня, наверное. Шучу, наш Ваня не курит, как и мы. Тоже от гнезда, от шершней и от ос. Каждый год есть гнезда. И по несколько штук. Но в этом домике не верим. Уже стояли яблони с грушами. Мы почему испугались, их убрали. Мы как осенью увидели, сколько тут роев. Осы и шершни летают. Когда тут нападают этих яблок с грушами, то мы их сразу поубирали. Смотри. Что это? То ли змея хвостик скинула, то ли крыска. Но только точно кто-то скинул хвостик. О. Чья это, машина или змеиный? Не знаю. Крысиный. Фу. Фу.
Найда. Найдочка. А ты видел, сколько мух летает? Это все отсюда. Я вскрываю эти, прям тут целые стаи. Они думают, куда еще холодно, нас уже выгоняют. Не. Это поэтому у нас осенью много мух, они тут живут у нас. Кстати, вот таких лезвий, что в мастерской, что здесь, нашел десятки. Спутник. Еще и по-иностранному. Раньше ж везде они применялись. Раньше ими даже брились как-то. Это сейчас жилет лучше для мужчины нет. Смотри, какая баночка закопана. Раньше в таких баночках было и все, и лак для волос, и дихлофос. Артефакт. Маленькое гнездо, пару ос. Выгреемся уже.
А чё вы такие мокрые, что ли? Все. Мастерская наконец-то без фундамента. Тут по краям самые валуны лежат. А под домиком там мощный фундамент. Под этим основным намного будет, да, крепче, чем здесь. Там я не знаю, как я буду разбирать. Пусть здесь стоит, пока не построим новый гараж. Оно меня бесит, поэтому я буду строить очень быстро. Все, загрузили морозилку мяском. Почитали комментарии под прошлым видео. Очень много было комментариев избавиться от бочки, что она уже плохая свиноматка, как бы не прискорбно, надо, ну, как-то кроликов им было жалко, а бочку все на растерзание. Мы действительно, ну, бочка действительно плохая свиноматка, потому что она их душит. Но так все белые свиньи крупные душат. Поэтому мы еще будем ей давать шанс. У нас нету нормальных не было условий, так как она как зинка, она родить не может. То есть ей надо, чтобы поросята были под лампой. Вот. Тогда она нормально поросится. То есть когда мы построим новый сарай с гаражом, вот там будет сарай, то там у нее будет специальная, вот у нее отдельная клеточка для поросят, они отходят под лампочку другую, чтобы она их не задушила. Потому что если мы сейчас опять только что заходили, бочка, и орешь, она даже не слышит тебя. Вот. И вот уже пишут, что оставьте себе поросят от зинки, мы хотим от бочки. От бочки они вот такие вот такие. Зинки, Да, мы думали сейчас этого выводка оставить. Но... Да, хотели оставить, но от бочки. От зинки они мелковатые. Вот. Поэтому мы пока что их вообще, пока не будет нового сарая, не будем их даже тут допускать к кабану. Ни зинку, ни бочку. Вот пускай так ходят. Когда уже будет новый сарай, новые клетки, тогда уже допустим. Вот. А что еще писали про сарай? Все, да, одобрили, сказали, сарай хороший, ставим печать, все. И сказали, что действительно, ну так вот, что дровник ставить только отдельно, потому что это шашель это белорусский караед. То есть действительно ты принесешь много-много дров с караедом, а они полезут по всему гаражу, сараю. Это минус, то есть не надо. Это мыши, крысы, укрытие для мух, для шершней, это получается, это не пожаробезопасно. То есть, да, дровник будет отдельно. А вот в этой комнате, где мы хотели дровник, сделаем вот типа вот такая, как вот эта комната будет, где действительно будет стоять вот для животных морозильная камера, холодильник, разделочный стол, мойка, хранение медикаментов. То есть, действительно, такой комнаты не хватает. И там будет поддерживаться всегда плюсовая температура. Может даже какую-нибудь вот такую же буржуечку или печечку. И будет такая вот, ты пошел в сарай, и у тебя там будет вот из всего этого гаражного, этого сарайного, строительного этого комплекса, который мы сейчас будем, я даже не знаю, как его сейчас назвать. И там будет одна теплая комната, где можно будет что-то еще закинуть. Да? Да, все утвердили. Начинаем. Прямо сейчас пойду копать фундамент. Давай хотя бы домик разрушим, потом будем начинать.
Еще на рыбалку. Так еще вода стоит, еще не начнешь. Ну да, еще... Сейчас же... О, кстати, пошлите покажу погреб. Вот идем покажу погреб. Да, фундамент рано копать, потому что еще будут грунтовые воды близко. Чуть-чуть еще, может, какой месяцок подождем. Вот смотрите, сейчас максимальный уровень грунтовых вод. То есть в некоторых местах даже выходит из берегов. А где на пригорке, ну, то максимально где-то сантиметров 60. То есть мы погреб углубили на 60 сантиметров, чтобы специально. Поэтому сейчас посмотрим, хотя не посмотрим, а я точно вам покажу, что воды в погребе нет. Кстати, еще что подписчики сказали сделать. Залить все сараи бетоном, а там, где будут овцы со свиньями, можно положить вот такой толстый слой резины. И резиной уложить, тогда им будет не холодно, и чиститься будет легко. И мыши не будут жить. Так все-таки пошли в погреб, да? Вытяжка работает. Хотя вроде бы ветра нету, безветренная погода. Вот, конечно, благодаря ей в погребе сухо. Ну вот. Абсолютно сухой пол. Сухой. Никакого грибка нигде нет. И температура плюс 5,5 градусов. Я вам скажу, идеально, правда? Идеально. Идеально. Сухой погреб без грибка. Термоящик стоит. Не съездить ли нам за воблой? Набить его рыбкой. Ты не сманивай, не сманивай. А потом мы с такими силами, как зальем за один день фундамент. Неделю отдохнуть, потом за один день залить. Олег, Галя, ждите нас. Вот, уже уломал. Я долго не ломалась, да? Ну, тебя упрашивать не надо, но... Получается, эта пристройка вообще без фундамента была, поэтому и гнила. Вообще нету фундамента здесь. Вот кирпич стоит и все. Валь, М. помнишь, когда-то мы с тобой подходили к самой опасной, ну не к самой, к одной опаснейшей змеи на планете, к зеленой мамбе, вот так вот она сидела на дереве. Да. А я еще тогда говорил, не бойся, наши змеи, гадюки,
Они по деревьям не лазят. Говорил? Угу. Походу лазят. Смотри. Так это ты тогда кусочек этот достал? Это хвост был. Вот. Под шифером. Кожа змеи. Только большая какая. Друзья, вот а вы напишите в комментариях. Я вот реально считал, что змеи лазят только по земле. Ну, наши, которые в нашей местности. Неужели не лазят и по деревьям, и по чердакам? Но если бы крысы затащили б дохлую, да, то бы они ее как бы съели бы. А это она реально, она залезла, оставила свою кожу, вот полностью кожу и уползла. Вот. То есть сбросила здесь абсолютно. Ну вот это вот все доказывает, да, вот эти мухи, мыши, крысы, что эти гнезда ос, шершней, что надо все помещения делать на фундаменте, забетонированные, с утеплителем, плотные, чтобы вот эта вот вся гадость, она не зимовала здесь ну, и не жила вообще. Что перед запеканием надо творить? Да, Долго? долго. Димка, только что пчеловод звонил. И что? Сказал, что сок уже люди спускают. Так по ночам же морозы еще. Но днем-то тепло. Давай поставим. У нас яблочного еще навалом, а березового нету. Да, нам нужно к лету подготовиться.
Надо в Астрахань завести, они любят березовый сок, у них же берез нет, у них одна рыба. Смотри, какие я находки нашел под полом. Вот это хорошая консерва, селедка называется. Это хороший чобут. О, И куда ты их везешь? на мусорку. Повезло, что у нас мусорка есть, мы не захламляем лес. Да может и правда пойдем на сок поставим банки? Пошли попытаемся. Загружаюсь тогда. Кстати, помните, мы в прошлом году ездили за рогами? Там у Сергея, там у него собака родила 10 щенят. Овчарка от овчарки. Но он оставил только кобельков почему-то. И потом он их пораздавал. Если бы, наверное, оставил сучку, я бы, наверное, взял бы даже. Кстати, у нас с Валентиной вот первый раз в жизни, ну как, такое несостыковка. Я говорю, что мы будем делать, если, например, у нас не станет одной собаки? Я говорю, надо завести опять немецкую овчарку, только сучку. А Валя говорит, надо бельгийскую овчарку. Вот давайте вот в комментариях напишите, какая лучше собака? 2. Не, у нас так много. Немец, просто Дик уже старый, у него суставы уже слабые, его уже зовешь, он такой еле встает. Ну хотя, ну что лучше, немецкая овчарка или бельгийская овчарка? Бельгийская. Что лучше, самец или самка? Самка. Бельгийская, немецкая овчарка самка. Когда-нибудь вместо Дика будет. Когда Дик вообще не будет ходить уже. Дик! Нет, вот ты мне купишь бельгийскую, а я тебе немецкую. Сначала ты мне купишь моторную лодку с мотором, потом будем разговаривать. А ты мне? У тебя комбайн есть. Так это на 8. Тебе на день рождения надо? Да. Мне мотор, тебе лодку. Банок мы в погребе насобирали для заготовки. Поехали. Он не капает, он течет ручьем. Солнышко пригрело. Ночью, наверное, не будет капать, но сейчас вообще течет. Был домик для людей, стал домик для птенцов. Да, Цыплят. Сейчас сделаем второй.
У нас же ж как минимум 2 курицы уже сидит. Сколько еще сядет. А индюшки, кстати, индюшки, что-то не хотят ночевать уже. В сарае уже где-то на яйцах ночуют своих. Поэтому сделаем им. А уже осенью тогда попилим на дрова. Пускай они послужат еще немножко. Чуть меньше даю уже помещение, хотя можно было бы по наружке. Им и так за много будет здесь. Вот и Интересно. сюда уже можно стекло положить. Да. Сюда можно двери, стекло. Ну, сколько, интересно, с этого домика цыплятников будет. Это, считай, с мастерской. Это с прихожей. А с домика еще как минимум 2 будет. Так это у нас в лесу это спасение. Потому что таких маленьких цыплят точно половит. Я вот даже сегодня задумался, вот дровник сказали отдельно, дровник, да? А можно сделать такой навесик, как у нас в деревне. И вот летом его использовать, вот, ну, такой навесик. И помнишь, и мы ж там цыплят держали с кочками. А зимой можно дровами его забивать. Ну, под одной крышей навес сделать для цыплят. И вот, например, 2 помещения для цыплят. Ну, на зиму тоже дровами. И 2 помещения для дров. И все. Такой вот, типа как вольер собачий такой вот. Не? Надо думать. Это будет на день накрывать. Цыпа, 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 цыпа. Хотя какая цыпа-цыпа, тут даже индюшки влезут. Смотри, сколько места. Главное, чтобы индюшек никто не съел в лесу. Под низ можно тюльку повесить и все. Да, и на день двери снял, тюлька натянута, витамин D впитывает. Кстати, пускай эта тюлька здесь и лежит пока. Она здесь не промокнет. Супер деликатес. А они ж уже готовые, по сути, да? они готовы. Их просто подпеть, чтобы они были вкуснее. Сегодня жиранем, конечно, мы. Без хлеба столько много не съешь. Может, хлеб с сажалки повылавливать, там Юра накинул рыбы. Нет, без хлеба едим. С луком. Тебе лучка побольше, как ты любишь. Это у тебя что такая за резина? Это для запекания. Да вот такой же самый свиньям в сарай. Только толще раз в 20. Если не в 200. О, а я думал, ты когда сказала, что будешь с картошкой, я думал, ты ее так, ну, на 2, на 3 части запекешь. Она не запекется, потому что ножки готовы. А. Она будет не готова. Почти как мясо по-французски.
выдумала за 5 минут. А, так ты это еще и выдумала. Ну, думаю, что одни ножки есть. Без ничего. Вот так, это галенки. Не галенки, галенки кто же? А, нет. Лапки. Копытца Копытца. по-хуторянски. Этот домик, он горит так, столько жара дает, так пылает, как никакие дрова, такие сухие. Ну что, тут наши копытца готовы. Примерно на дегустацию. Кто любит копытца? Лес рук. 500 000 рук вообще. Ну, Слюнки потекли, слышу. ты слышишь, да? Да. Ты, Валь, хорошая хозяйка? Экономная или нет? А чего? Ну, просто, понимаешь, я бы еще вот с этой юшки еще картошечки туда с морковкой накидал, хороший супчик бы был. Ты знаешь, ужасный супчик был бы. Так что свинкам комбикорм размешаем. Да, свинки с удовольствием съедят. Вот. Хоть куда-то бульончик пойдет. А фольгой зачем? Чтобы все сушилось и было мягко, не высохло. Потому что в печке оно начнет подсыхать. И все. Мы потом снимем за минут 10 до готовности. Ну все. Пришлось все-таки в дровник это возить, пилить, потому что в печке столько за раз не стопить. Ну что мы имеем на сегодняшний день? Мастерская снесена 100% с фундаментом. Пристройка тоже на 100% снесена. Кабель только остался. Знаешь, я думала, будет легче сносить. Да. оказалась такая маленькая. Ну, уже несколько дней сносим. Я не знаю, вот остался просто вот каркас домика. Внутри уже нету печки, нету обоев вместе с этим ДСП. Так даже вид дома меняется. Уже хоть видно это угловое окошко отсюда. А то мы с углового окна выглядываем, а просто вот стоит этот старенький домик. И еще пару дней надо будет сносить. Ну, если так вдвоем. Чтобы бригада, то можно было бы за пару часов его снести. Ну и имеем 2 домика для цыплят.
Пошли кушать. Пошли. Ты не идешь с нами. Не, ну мы заслужили сегодня такого жирненького поесть. Сытненького. Я помню, у нас был ресторан, и туда заходили, и там всегда эти галенки подавали. А рядышком с галенкой ставили такую чашу с водой, чтобы ты мыл руки и кушал ее руками, потому что они такие, галенки такие жирненькие. И липкие. Угу, угу. Липкие, да. Пчеловоду позвонили и говорим: пчеловод, хоть ты давай приезжай к нам, ты ж насчет сока нам посоветовал. Он говорит: нет, это такое жирное, есть не буду. Странный какой-то. Вкусно? Вкус детства. Я помню, когда папа дом строил, приезжали строители, и он варил ножки такие, сердца, хвосты, и такую шурпу варил, и всем наливал, все это кушали, балдеть. И тут тоже я люблю такую, вообще даже, не знаю, может кто-то сейчас сидит, кушает колбасу с бутербродом, такой бутерброд с колбасой, и думает: фу, как вы это едите, что вам кушать нечего? Нет, это обалденное блюдо. Я тоже очень люблю. Я люблю уши, копыта, хвосты, все. Ну, странные мы такие. Ну все, друзья. Класс, да? Весна. Весна. Мы уже ужинаем, а еще светло. Обалдеть. Все, всем до свидания, пока. Пока-пока.